Каждый сходит с ума по-своему. Так говорят о странных развлечениях, которых люди за свою многовековую историю выдумали немало. Одни из них, как то игра в снежки или посещение зоопарка, выглядят безобидно и вполне привычно. Но существуют и такие виды досуга, от которых можно впасть в замешательство или просто потерять дар речи. Сегодня мы постарались собрать для вас самые странные развлечения, которые заставят вас удивиться. Поехали! Поплавать рядом с акулами. Такая экскурсия напоминает зоопарк наоборот. Вас сажают в клетку и отправляют в подводный мир. Вы смотрите на акул, а они на вас, улыбаясь во все свои зубы в 15 рядов. Раньше для привлечения этих огромных рыбин использовали кровь. Акулы чуют ее моментально на расстоянии около 4 километров. Но когда хищники понимали, что кроме любопытного туриста за твердыми прутьями клетки им не на что смотреть, то становились агрессивными и могли напасть на уже незащищенных людей в окрестных водах. Тогда операторы подводного туризма стали заманивать хищниц более мирным способом – звуковыми вибрациями. Оказывается, у акул есть свой музыкальный вкус. Особенно им нравится хард-рок. На звуки песен AC/DC они сплываются получше, чем на живца. Погоня за торнадо. Даже на природных катаклизмах можно сделать бизнес. Тысячи торнадо ежедневно регистрируются в США, и среди туристов немало желающих поближе познакомиться с этими героями многих американских фильмов. Выслеживать торнадо в течение нескольких суток путешественникам помогают гиды и отличные внедорожники, напичканные метеорологическим оборудованием. Молнии – беспросветный ливень и ураган, до которого рукой подать. Смерч, или, как привыкли говорить американцы, торнадо – одно из самых малоизученных природных явлений. Ученые могут лишь догадываться, как они формируются, и, возможно, именно вам посчастливится внести свой вклад в их изучение. Катание на танке. Если вам не нравится чувствовать опасность, но очень не хватает адреналина, то лицом к лицу встретиться со своими неизведанными способностями и страхами получится, приняв участие в необыкновенном приключении одного из армейских клубов. Такие клубы существуют во многих странах, и в зависимости от размаха организаторов участники могут посетить музей военной техники, познакомиться с разным видом вооружения, а после разделения на экипажи и назначения командиров с ревом и грохотом покататься на настоящем танке по бездорожью и экстремальной лесной трассе с буераками. Выполняя задачи на трассе, танк продемонстрирует свои ходовые качества. Управлять военной техникой будут профессионалы, мастера клуба. Но участников катания ждет незабываемый драйв и встряска чувств. И все это на гражданке. Обманчивый бассейн в японском городе Канадзава. Если вам хочется, наоборот, не всплеска адреналина, а умиротворения, то в Музее современного искусства в японском городе Канадзава был представлен необычный бассейн. Когда смотришь на него сверху, кажется, что он довольно глубокий и отражает предметы в кристально чистой воде. На самом же деле глубина его всего 10 сантиметров, а дальше просто стекло, под которым предусмотрено пустое пространство с аквамариновыми стенами, куда посетителям открыт свободный доступ. Получается весьма интересно. Если смотреть сверху, то можно видеть людей, словно стоящих под водой на дне бассейна. Еще забавнее находиться внизу и смотреть на недоумевающие взгляды наблюдающих снаружи. Бассейн — это забавная и интерактивная инсталляция, которая позволяет оказаться в бассейне полном воды и остаться абсолютно сухим. Японское телешоу «Тор». Однако Япония — это страна не только с инсталляциями для раздумий и медитаций, но и кое-что поинтересней, чего только стоят знаменитые и весьма странные японские телешоу. Например, в телешоу «Тор» соперники конкурируют во множестве различных конкурсов. Некоторые из них настолько страшные, что напоминают испытания из фильма ужасов «Пила». В одном конкурсе участникам необходимо было отвечать на вопросы, пока их оборачивают как мумию. Если им не удается ответить правильно, их полностью заворачивают и помещают в саркофаг. Тор быстро стала хитом и даже обзавелась версией видеоигры для Nintendo 3DS. Участники этой программы могут смело сказать, что такое развлечение действительно выглядит странно. Ужин в небе.
Не менее странным может быть и такой вид досуга. Поужинать на высоте больше 50 метров над землей можно в Брюсселе, Бельгия. Кроме потрясающих видов на город с высоты, вас ждут еще и вкусные блюда, которые шеф-повара готовят прямо при вас. Первым этот аттракцион появился именно в Брюсселе, а теперь такой ужин можно заказать в более чем 45 странах мира. Можно даже организовать свадебный ужин в небесах и многое другое. Главное быть ростом выше 150 сантиметров. Уникальное преимущество этого аттракциона в том, что вы можете поужинать буквально где угодно. Конструкция, которая удерживает стол в воздухе, мобильна и может быть доставлена в любую точку города. Аттракцион «Бей посуду». Поужинали и в раковине опять гора тарелок? Можно избавиться от них на раз. Аттракцион «Бей посуду», в отличие от других, не носит развлекательный характер. Его посещение направлено на душевное оздоровление и борьбу со стрессом. Посетителю предоставляется внушительное количество фарфоровых, глиняных и стеклянных предметов посуды, которые можно и нужно швырять в стену. На стене расположены мишени, которые при желании можно украсить фотографиями злого босса, провинившегося молодого человека или злейшего конкурента. На предоставленной посуде можно написать все, что хочется высказать. От этого эффект терапии будет еще более действенным и эффективным. Профессиональные психологи отмечают, что аттракцион «Бей посуду» действительно позволит пережить насущные проблемы и обрести спокойствие. Главное — не перестараться и вовремя остановиться в реальной жизни. Разделите ужин с гигиеной. А вот для этого развлечения посуда и вовсе не нужна. Понадобятся только крепкие нервы. Жители эфиопского города Харер дружат с гиенами. Хищники работают городскими мусорщиками, доедают огрызки на свалках и охотятся на крыс, чтобы те не вытеснили из города людей. Так что эфиопы даже рады, что по ночам гиены свободно рыщут по улицам. А чтобы хищники были покладистыми, их подкармливают. Когда основательно стемнеет, ловите тук-тук, который отвезет вас на место кормления. Сначала посмотрите, как эфиоп выуживает из корзинки мясо, которое мгновенно проглатывает пятнистая стая. Потом попробуйте сами. Угостите гиену мясом с руки. Или еще круче, возьмите в рот палочку, подвесьте на нее жирный кусок и дождитесь, когда зверь его снимет. Только не делайте резких движений. Кто их знает, этих гиен? Сырные гонки в Глостере. Не хотите сидеть на одном месте? Тогда приготовьтесь к следующему развлечению. Недалеко от английского города Глостер проходят ежегодные сырные состязания на холме Купер-Хилл. По традиции, которой уже по меньшей мере 200 лет, а возможно и гораздо больше, бесстрашные любители сыра бегут за головкой сыра сорта «Двойной Глостер» весом 8 фунтов или 3,5 килограмма. Вниз по очень крутому, неровному, а в некоторых частях и абсолютно отвесному холму. Тысячи зрителей собираются, чтобы понаблюдать за гонками. Традиционно проводятся 5 гонок вниз по холму и 4 вверх. Такие травмы, как сломанные кости и сотрясения, стали обычным явлением здесь, но, тем не менее, их популярность продолжает расти. Победитель каждой гонки в качестве приза получает сырную головку, которая и выступила в качестве спортивного снаряда. Любители сыра катятся вниз по трассе протяженностью почти 200 метров. Спуск настолько крутой, что многие участники выбывают из гонки с ушибами и ссадинами. Иногда случаются и более серьезные травмы. Разгонитесь по трассе Формулы-1. И если после сырных гонок жажда скорости проснулась у вас окончательно, то следующее развлечение точно для вас. Почувствовать себя гонщиком Формулы-1 можно и на диване за компьютером. Но в 1000 раз круче самому приехать на трассу Нюрбургринг в Германии и сделать круг по Нордшляйфе, знаменитой северной петле. Проверяйте расписание туристических дней, садитесь в свою или прокатную машину и разгоняйтесь по настоящему гоночному автодрому, который неспроста прозвали «Зеленый ад». Если мало опыта, берите инструктора, он объяснит, как плавно пройти все 73 поворота. Или заказывайте гоночное такси и готовьтесь к визгу покрышек на виражах. Кому-то это кажется странным, но некоторые без скорости не могут спокойно жить. Обгоните быка. Еще страннее — это нарочная жажда скорости, чтобы выжить. Наткнуться на бегущих быков на узкой улице удовольствия мало, но горячие испанцы думают по-другому. Прогон быков перед корридой и бег от них — давняя испанская забава, называемая «энсиера».
Самое знаменитое Энсьерро устанавливают в Памплоне, Испания, на празднике Святого Фермина 6 по 14 июля. Участвовать в забеге может кто угодно старше 18 лет, но боевые быки не милые телята, могут и на рог насадить. Так что лучше заранее подыщите балкон на улице Эстафета, чтобы посмотреть на разъяренных животных с безопасной высоты. Змеиный массаж. И раз уж мы затронули тему животных, то после всего полученного адреналина нужно немного расслабиться, если получится. В спа-центре Bali Heritage Reflexology and Spa в Джакарте, Индонезия, вам предложат змеиный массаж. Ложитесь на массажный стол и будьте готовы вместо загорелых рук мастера увидеть голову 2-метрового питона. Смельчаки говорят, что рептилии отменно разминают мышцы и чувствуют проблемные зоны на человеческом теле. А те, кому за 1,5 часа процедуры расслабиться так и не удалось, потом хвалятся новым способом борьбы с герпетофобией. На ком больше пчел? Еще одно необычное развлечение устроили двое друзей из китайского города Шаоян, что в провинции Хунань. Его участники должны были привлечь к себе максимально большое количество пчел. Для привлечения насекомых смелые ловцы посадили на себя пчелиных маток и целый час ждали, пока рой сядет на их тела. Пчелиные раи, привлеченные матки, облепили участников с ног до головы плотным шевелящимся покровом. Победителем стал пчеловод, на которого сел рой общим весом в 26 килограмм. Участники были защищены только трусами и очками, а в нос им были вставлены трубки с фильтрами, позволяющие дышать под плотным слоем насекомых. Каждый год пчеловоды в Китае выпускают свой рой и соревнуются в том, чтобы получить пчелиное пальто. Рекордсмен книги Гиннесса привлек около 39 килограммов пчел, то есть около 350 тысяч штук. А вы хотели бы поучаствовать? Чемпионат мира по заклинанию червей. И в завершение нашего списка странных развлечений предлагаем немного успокоиться и позвать червя. Нет, не того страшного из Дюны, а обычного дождевого червя. Worm-charming — это, видимо, причина, по которой Великобритания больше не правит миром. По сути, вам представляют участок земли, по которому вы перемещаетесь и обращаетесь к почве, взывая к червям. Или вы можете использовать любую стратегию, создающую вибрацию в почве, которую черви примут за дождь. В настоящее время мировой рекорд составляет 567 организмов, призванных за 30 минут. Неудивительно, если победителями становятся те, кому скоро предстоит ехать на рыбалку. Уж они-то знают, как правильно выманить червя. Ну что же, вот так люди с разных уголков света научились коротать свое свободное время. Некоторые из этих странных развлечений поддаются хоть какому-то объяснению, но некоторые оставляют одни лишь вопросы. И пока мы с вами смотрим это видео, кто-то уже вовсю рассекает по Сахаре верхом на кенгуру. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!